проводить разведку. Ходишь без дела, огонь голова? Мы взяли тебя не для того, чтобы ты ел нашу еду. Не знаю, что делать, иди в ночную разведку. Это дело мне полно. Так точно, сэр. Разведка посреди ночи. Ты корабли на другом берегу будем переправляться днем, нас сразу заметят. Я лично проберусь на корабле врага, на нем наверняка спрятаны их планы и боеприпасы. И Пантеры проследит за их лагерем. Кем из нас пойдешь ты, огонь голова? Лагерь или корабль? А я хочу и то, и другое. Не получится так. Ой, корабль. Мы уже имели опыт с кораблями. Может, и там что-то найдем. Будешь прятаться за моей спиной? Что ж, в разведке не помешает кто-то пониже и потоньше. В смысле? Это такая благодарность, что я с тобой попёрся. Я уже передумал. Уже не хочу с тобой. Вам с Аполлоном выделили одно каноэ, в котором еле помещается сам Аполлоний. Не то чтобы... Ну, спасибо. Все-таки поместится. Аполлоний недовольно толкается, но он все-таки гребет вперед. Вы толкаетесь, гребете, толкаетесь, каноэ переворачивается. Молодцы. То ли Аполлоний поранился при падении, то ли просто не повезло. Но секунду спустя вас заметила молодая акула. Атаковать первым. Плываем скорее. Атаковать первым. Мощный удар по глазам, и акула начинает сомневаться в своих планах на ужин. Но поздно. Аполлоний воткнул копье акуле в глаз. Она бьется и пытается вырваться, но не может. Схватить акулу за жабры, схватить акулу за хвост, бить по другому глазу. Глаз, давай прямо в глаз. Под рукой оказался странный кинжал. Акула лишилась второго глаза и жизни. Не понял. Ой. В смысле странный кинжал у меня остается? Я что, когда загружался, не убил капитана, что ли? Не может такого быть. Так, айн момент, ребята, айн момент. Так, ну, ложная тревога, короче. Он так и должен при нас оставаться. То мне что-то казалось, что когда я убивал капитана, он у нас терялся из инвентаря. Мне показалось, что я когда перезагружался и сердечки там переделывались у меня, короче, то в какой-то момент я что-то не то выбрал, мне казалось. Нет, все, ладно. Ложная тревога. Так, вы вытаскиваете тушу акулы на берег, Аполлоний разводит костер и жарит акулятину. Акулятина? Крепнется за еду, я, пожалуй, сдержусь. Поискать приправу к мясу. Неплохо. Вы быстро нашли фрукты, которые сочетаются с акулятиной. Может, не так повезло, зато вкусно. И так полезно. Надо поставить тебя готовить, огонь голова. А то, что это в еде разбираешься. А нас не кормишь. Действительно. Скажи, огонь голова, зачем ты к нам присоединился? Почему предал братьев своих? Никакой из этих вариантов. Ну ладно, пусть этот. Честь. Я знаю, за честь твои братья постоянно убивают друг друга. Никто не может сказать, что оно такое. Но встать ради чести на защиту племени — странный ты, огонь голова. Ладно, пора направляться к кораблю. Надо еще придумать, как попасть туда незаметно. Там построили пирс. Ставили охрану, 3 дней не прошло, а они уже повсюду. Забросим веревку и залезем по ней. Спрячемся под пирсом, потом проберемся по трапу. Давайте...
Но веревка это, наверное, нужны мои мешочки, которых у меня нет. Давайте спрячемся тогда. План надежный, хотя и долгий. Приходится сидеть под пирсом целый час. Наконец-то удается подняться на борт и оглушить часового. И вот мы снова на корабле. Светает. Если же враги вернутся, трижды крикнуть чайкой. А ты осмотри здесь, ищи полезное. Сам решай, что, раз такой умный. Это я могу. Каюты или трюм? Каюты. В каюте капитана вы находите чертежи форта, деревянный частокол, общий дом, пороховой погреб, который можно взорвать, если враги пойдут на штурм. Едва вы поднимаетесь обратно на палубу, опаленный кричит чайкой, на палубу поднимается двое людей. Прятаться за ящиками за шлюпкой. За шлюпкой. Те солдаты явно устали и потому ничего не заметили. Один из них поднимает стоящий на палубе ящик, ставит его обратно и садится перекурить. Что за жизнь? И так до полуночи пахали, а теперь еще и ящики таскать ни свет ни заря. Что там вообще такого важного? Что надо уносить быстро? Смотреться или слушать? Слушать. И что, не слушал, что ли? В этих ящиках половина наших боеприпасов. У нас их и так мало, а если эти пропадут, нам вообще стрелять нечем будет. Перебраться в другое место. Солдаты усталые, но не слепые. Стоило вам вылезти из-под шлюпки, как вас заметили. Ёлки-палки. Тревога, тревога, дикари на палубе. Прорваться к трапу, прыгнуть за борт. Прыгнуть. Опаленный уже в воде спрятался под пирсом и ждет вас там. К счастью, колонисты туда не заглядывают и через полчаса прекращают поиски. Так они ушли. Значит, огонь голова. Твой огонь что? Все мозги тебе выжег. Совсем прятаться не умеешь. Ну извините. Загружаться уже не хочу. Хватит на сегодня загрузок. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Угу. Шампунь кого? Это вообще что? Ладно, рискнул, значит рискнул. Мы узнали достаточно, возвращаемся в лагерь. Ходите, огонь голова, опаленный сказать мне про ваш разведка. Что он сказал? Мне тоже есть что сказать. Бро, говорите, огонь голова. У колонистов мало боеприпасов, я нашел планы форта. Где на дерево? Мы можем сжечь. Большой дыра для порох. Сходить туда, огонь голова. Дыра, смерть, дыра. Колонистов мало боеприпасов. Они не мочь много стрелять, если тратить. Что есть драться только мечи, но как тратить? То есть и не губить племя. Ну, в общем, это все. А могло бы быть больше, мне кажется. Если бы мы не спалились. Я мог узнать много, а узнать немного. Да, согласен. Но один опаленный не узнать ничто. Добро, идти, огонь голова. Сегодня много работает, скоро сражаться. Так, давайте теперь инициация. Это самое. Женщина племени просит вас достать особый цветок с болота. Болото. Ладно. Минус сердечко, спасибо. На болоте такого цветка не было, зато было много ядовитых испарений. Как приятно. И племени кричат в вашу сторону что-то непонятное. Кидаются грязью и портят ваши вещи. Не обращать внимания. Опять сердечки трачу никуда, да? Этим вечером они подсыпали что-то в похлебку. Никогда раньше у вас так сильно не болел живот. Это такая инициация, да? Видеть племя, смотреть на огонь голова, как смотреть зеленый бешеный капибара. Печаль, огонь голова, много печаль. Я не обижаюсь. Как не смеют. Я могу это изменить. Я не обижаюсь. Мудрый печень, огонь голова, но бой. Племя идти за воин, кого любить, если ты идти в бой, племя бежать прочь. Чтобы племя видеть огонь голова воин, пройти обряд творить воин. Пройти испытание воин.
И испыткание. Дать добро, воин, все племя видеть. Что за обряд, что за испытание? Один жрец резать знак предки, мазать мазь духов, 2 создать свой макуау. Да, что не буду даже это выговаривать. 3 большой сюрприз, огонь голова. Блин, ладно, я согласен. Добро, огонь голова, идти жрец племя, он начать путь, огонь голова воин. Походу мы идем на концовку с аборигенами. Ну и ладно. Жрец племени явно не рад вас видеть. Уложив вас на землю, он расписывает вас разными красками, очень долго расписывает. Что это он там пишет? Какие-то точечки, кружочечки, галочки и палочки. Судя по пустым взглядам, стоящих вокруг, только жрецу и известно, что он там пишет. Смотрит всех вокруг. Вот опаленный улыбается и кивает жрецу, они явно знакомы. Вот воины показывают друг другу свою раскраску. Кажется, у них у всех на груди одна надпись, а у вас другая. Так, мне это уже не нравится. Сейчас напишут мне какую-то гадость. А можно мне как у них? Жрец не понимает вашей просьбы, он говорит только на языке племени. Наконец другие воины что-то ему объясняют, и он, скрипя зубами, перерисовывает надпись. Надеюсь, не худшую сторону. Вдруг жрец достает кинжал и начинает что-то вырезать у вас на спине. Начинается. Наверное, для ритуальных шрамов не обязательно резать так глубоко и так болезненно. Наконец жрец мажет вас пахучей смесью из трав, и не только трав. Пнув вас на прощание, он фыркает и уходит. Я охренел, что ли? Такими темпами заставите меня передумать, и я переметнусь на сторону колонистов. Мерзкие вы такие недружелюбные веденыши. Оставить как есть, короче. Интересно все вокруг. Морщит носы из-за запаха, или вы все еще и мне нравитесь? Огонь голова, я должен отправить тебя на новое испытание. Ты должен спуститься в пещеры вулкана, чтобы создать себе... Не буду я это опять произносить. На это я даю тебе 1 ночь. Есть советы. Во-первых, лучше обсидиан в пещере духов с зеленым дымом. Во-вторых, зря ты ввязался в этот обряд, огонь голова. Ты никогда не станешь одним из нас, ты умрешь на этой горе. А как делать эти штуки? Такие простые, как здесь. В прочной дубине сделай дыры, воткни в них обсидиан и заклей их слюной. На вашем языке этих ящериц я не назову, но они тебя найдут. Что, непонятно? Уже отправляюсь, короче. Делай хороший вот это вот. Он поможет тебе в 3-м испытании, но ты чужак, огонь голова. Ты и это не переживешь. Ну да, ну да. У входа пещеры на вулкане растут странные деревья. Цвет знакомый. Не из них ли делают дубины? Ведь большое и крепкое, любить молодое и тонкое. И крепкое, минус сердечко. Опять одно последнее сердечко. Ой. Опять заставляете меня мучиться, да? Дерево оказалось безумно прочным, будто из стали, и срубить его удалось только 3 часа спустя, разодрав ладони в кровь и потеряв все силы. Да, вы заходите в пещеру, вас окружают ящерицы, они повсюду, они совсем рядом, смотрят на вас, не мигая, и чего-то ждут. Пустить камень. Первая ящерица падает мертвой, другие тут же бросаются на вас, но вы к бою готовы. После яростной битвы выжившие ящерицы уползают, и вы стоите один в крови и слюнях. Так, соскрести слюну. Клейкая штука, кожа еще не сильно липнет, а к камням намертво. Впереди глубокий тоннель. На входе клубится странный зеленый дым, а за ним горы обсидиана, чистые, ровные, острые осколки. 100 раз лучше, чем обсидиан у входа. Дайте пещеру.
Боже мой, неужели плюс сердечко? Боже мой. Когда такое было, что у нас плюс сердечко, а не минус сердечко. С ума сойти. Рисунки на вашей коже вспыхивают разноцветным огнем. Дым окутывает вас, согревает вас, насыщает. Лечит даже самые старые раны. Чудеса. Осталось выбрать осколки обсидиана. Большие страшные, маленькие ровные. Давайте в этот раз маленькие ровные. В этом туннеле почти все осколки ровные и одинаковые, и не такие уж маленькие. Ну и ладно. Все, что нужно, собрано. Теперь вырезать дубину, продолбить в ней отверстие, вставить в нее осколки и заклеить смолой дерева, заклеить слюной ящериц. Идеально. Предмет получен. Макуауитли. Боже, я это выговорил, с ума сойти. Дубина с обсидиановыми зубьями. Страшное оружие в руках того, кто умеет с ней обращаться. Вы пока не умеете. Кстати, все наши предметы, которые у нас до сих пор есть, я уже о них забыл даже. Навыков у нас нет почему-то никаких титулов. Полно всяких. Огонь, голова, пройти испытание. 2. Сделать маку вот это вот, да. Огонь, голова, остается шаг 3. И что за шаг 3? Ты должен победить великий враг. Очень великий враг. 1. Без сабли, без пуля, только вот это вот, короче. Выбирать враг, огонь, голова. 1. Мы слышать близко патруль колония. 4. Враг убить. 2. Идти в храм. Призывать великий дух храма. 1. Дух сражаться, выжить. Ничего не понял, что ты сейчас сказал. Все очень запутанно, все очень сложно. Враг патрули, враг дух храма. А есть что попроще? Давайте дух храма. Великий храбрость, огонь, голова, за мной, жизнь много юнош, бросать вызов, дух храма, но выжить и победить один, мы вести тебя сквозь джунгли в наш храм и молиться. Давайте. Неужто мы попали в этот храм спустя столько времени? Несколько часов пути, вы стоите в центре древнего храма, жрецкие слонины читают какие-то молитвы. Посмотреть зал, ждать, извините, а когда драться? Посмотреть зал. Кажется, в этом зале вы раньше не были. Интересный орнамент, повсюду нарисованы зачеркнутые лапы ягуаров, панцирь черепах и головы змей. Ждем, короче, блин. Ждете, задремали, и тут кто-то бьет вас по голове. Спасибо за минус сердечко, скотина. Теперь опять мне переживать за одно последнее сердечко. Только обрадовался и опять. Перед вами старик абориген, он мертвый и светится. Бьет вас длинным посохом. Отбить удар. Вы отражаете удар вот этой штукой. Хорошее оружие, хорошее. Призрак держит вас на расстоянии посоха. До него не дотянуться. Сократить дистанцию. Шаг вперед, удар. Призрак становится бесплотным. Штука разрубает воздух. Призрак теснит вас. Придется отступить. Вступить в центр зала, вступить в угол зала. Бегать кругами. Ну ладно. Призрак следует за вами по пятам, и потом наступает в ловушку, и на него падает булыжник. Смешно. Внезапно призрак исчезает. Напряженно вглядываться в темноту. Спасибо. Вы не видите, никого не видите. Видите, как старик бьет вас посохом промеж глаз. Ладно. Ой, ладно, потратим лучше в этот раз вот эту штуку, чем сердечко, то не хочу больше опять. Так, ну тут все пока то же самое.
этот раз давайте вырваться. Жак боится кинжальчика, каждого резали на обряде, и ты не хнычь. Мертвого меня мало толку. Я настаиваю на своем сердечке, ничего не знаю. Паленый задумался, затем сунул вам в рот кляп, пропитанный экстрактом золотой травы. Это смягчило боль. Ну, хотя бы не минус сердечко. Молодой и тонкой давайте в этот раз. Угу. Угу. Нет, это меня не устраивает. Нет, давайте опять большое и это самое. Все вот так вот лучше, опять как было до этого. 3 сердечка тоже нормально все-таки. Ага. Хоть что-то сэкономили. Когда драться, жрец отмахивается от вас и начинает молиться свирепее. Потыкать жреца. Жрец вздрагивает от испуга, ругает вас грязнейшими словами, которые вы, к счастью, не понимаете, хватается за кинжал и бросается бежать от фигуры у вас за спиной. Еще сердечко сэкономили. Угу. 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 Так, а теперь давайте бежать. У выхода в коридор призрак возникает снова и делает вам подсечку. Проходит минута, а вам никак не удается навредить духу храма. Бить быстрее и точнее, бить сильнее и яростнее, позволить себе ударить. Да и точнее. Призрак становится бесплотным, удар не наносит вреда. И так каждый раз. Хорошо хоть, что посох бесплотного тоже бесплотен. Это да. Позволить себе ударить. Призрак бьет вас прямо в грудь. От удара немного плывет в глазах, но в эту секунду призрак точно воплоти. А значит, бить сильнее и яростнее. Какой удар! От боли и неожиданности призрак роняет посох. Теперь он мой. Призрак приходит в себя и тянется к посоху. Хотите посох первым? Странное ощущение, горячий лед. Воспоминания о деревне, затвердевшая магия у вас в руках, скорее осколок, пока призрак... Скорее отскок, пока призрак не зашел за спину. Правильно, призрак прыгает вперед, даже без посоха он может убить вас голыми руками. Лупить его посохом, заехать посохом в зубы. Не сдашься, сломаю посох. Хи-хи-хи-хи-хи. Призрак смотрит на вас неверящим взглядом, пожимает плечами и сдаюсь. Кто-то удивлен, что это сработало, я не удивлен, поэтому и выбрал. Хороший воин, сумасшедший, ты мне нравишься, огонь голова, ты прошел испытание. А как неожиданно и приятно. Ты знаешь наш язык. Я призрак, мне можно. А, ну ладно. Спасибо, титул получен победитель призраков. Очередная отсылка. Призрак касается вашей груди и раны заживают, а на коже расцветает странный символ, знак твоей победы. Тут слышатся чьи-то шаги, плюс 2 сердечка и титул. Прикольный титул. Где он? Вы не боитесь никаких призраков. О, да. Огонь голова, ты выбрал великого врага и погиб смертью храбрых. Я всегда считал тебя подлецом и трусом, но такое достойно... Он что, нас не видит? Вы оборачиваетесь к призраку храма, но его нигде нет. А опаленный, похоже, просто еще не сравнил ожидания с реальностью. Ага, сюрприз. Вообще-то я жив. Воин давится собственными слюнями и пялится на вас, аж покраснев от неожиданности. Идем в деревню, расскажешь, как
это сделал. Такого воина должны признать как можно скорее. Супер. Инициация пройдена. Осталась только оборона храма, да? Оборона храма. Итак, ты уже здесь, огонь голова. Время битвы еще не настало. Да, пойду займусь делом. А я уже к ней готов. Титул у нас, кстати, победитель призраков. Прикольненький такой висит. Вообще как будто не в тему в этой всей игры. Ну да ладно. Давайте займемся делом. А, в смысле этим делом? Не, ну тогда я все, я уже готов. Я все уже сделал. Хорошо. Ружье, пули есть, собирайся, пожуй травы, а я пойду готовить лучников. Плюс сердечко. Готовимся к битве. Вставай, огонь голова. Разведка говорит, твои братья скоро будут здесь. Встать в строй. Ну ладно, через полчаса из леса доносятся шум и крики на европейских языках. Воины думают, ты умный, они пойдут за тобой, не подведи их. Когда захватчики спустятся со скал, атакуй, ни раньше, ни позже. Ну, я хочу поговорить сначала. Ты сошел с ума? Только ради старейшины я готов тебе это позволить, но не жди, что ты чего-то добьешься. А я жду. Среди скал у храма раздается шум и грохот, колонисты совсем близко. Ожидать. Все ждут, еще не время. Колонисты спускаются к храму, все держат ружья наготове. Хочу договориться. Лема недоверчиво гудит, колонисты переглядываются и что-то кричат друг другу. Наконец, вперед выходит Натан Бэш. Человек с берега. Договориться? Как вы себе это представляете? Вот так вы получаете траву, но не остров. Он и не остров, допустим. Даже если нагрузить весь галеон золотой травой, этого не хватит, чтобы вылечить чуму. Вы не понимаете? Траву нужно выращивать, заготавливать и отправлять в Европу год за годом. Как это сделать, если остров будет ваш? Будем выращивать сами. И я уже, между прочим, фермер с опытом, елки-палки. Возьмете на себя и обработку земли, и заготовку, она будете лишь передавать? Где гарантии? Почему они не сдержат обещаний? Позволят нам раз за разом собирать траву и не убьют нас при первой возможности? Иначе они потеряют храм. Вы предлагаете, если они нарушат обещание, обратить храм в пыль. Смотрите-ка, им не очень нравится ваше предложение. Ну, тут как бы немножко там уступают, немножко тут уступают. Ладно, главное для них храм, главное для нас золотая трава. Допустим, одно другому не мешает, но чего хотите вы сами? Изначально я хотел убраться с этого острова, с самого начала игры. Вообще-то. А теперь, когда мы, получается, идем по ветке с этими туземцами, я уже не знаю. Вернуться домой, ладно, допустим, что из этого выйдет, посмотрим. Тогда как я могу знать, что вы не лжете, не говорите что угодно, лишь бы убраться с острова живым? Что ж, подданные короны, воины колонии Золотой Травы нам сказали, что мир возможен. Кто верит этому человеку? Колонисты молчат. Никто не верит в ваши слова. Лейтенант вынимает шпагу. Сеньор Бэш, эти переговоры обречены. Разрешите перейти к делу. Ждать ответа. Бэш кивает и выхватывает пистолет. Вы едва успеваете вернуться от этого выстрела. Ну ладно. Колонисты обстреливают вас с мушкета, пока один стреляет, другие заряжают. Хотя нет, надо было выбрать... Не вернуться домой, а надо было выбрать мир, наверное. Да, иначе тут в любом случае будет мясорубка. Мира.
В этот раз давайте выберем. Что ж. Ну тут опять все то же самое, да? Получается. Никто не верит. Постойте, я и не договорил. Поздно. Ну что ж. Вы видели, я пытался сделать все, что мог. Навяжем рукопашную, спрячемся и переждем. Рукопашная. Понятно. Колонистов меньше, но они лучше вооружены. Даже рукопашные не выигрывают. Рассыпную. Аборигены разбегаются во все стороны. За неимением лучших целей все колонисты атакуют вас. Ну за что меня-то? Один отряд колонистов отступает, новый на подходе, но у ваших воинов проблема. Зубы вот этих штук раскрошились, а кирасы их и сабли. Есть оружие со схрона торговца. Воины не привыкли к оружию из схрона торговца, но колонисты об этом не знают. Дикари с мушкетами и саблями выглядят даже страшнее, чем с дубинами. Лейтенант с новым отрядом колонистов заходит в тыл, а у вас еще этот отряд недобитый. Сосредоточьте на одном. Второй отряд безнаказанно бьет ваших воинов, а к вам пробирается лейтенант. Вот он, их командир, бейте его! Пробиться к лейтенанту? Верный, вот это да, расчищает вам путь, но до лейтенанта осталось совсем немного. Предатель, вся дикарская магия тебя не спасет, ты сдохнешь здесь и сейчас, защищайся. О господи, что это за картинка, какой кошмар. Отбивать удары. Минус сердечко. Сердечки улетают прямо на глазах. Против человека со шпагой вы еще не сражались, нехватка опыта стоит вам нескольких пропущенных ударов. Лейтенант будто танцует, а не сражается, он ловко уворачивается от всех ваших ударов. Запутать его. Офицеру флота известно много, но биться против человека с макуитлем он умеет не так хорошо. Ненадолго вы получаете преимущество. Лейтенант вдруг оступается, теперь он полностью открыт для атаки. Ударить. Прекрасно. Это была ловушка, шпага противника тут же пронзила вам руку. Лейтенант срывает себе шпагу и бросает вам в лицо. Выстрелить шпагу, вернуться. Хотите надеть на себя? Вау, титул получен фронт. Лейтенант опешил от такой наглости и на мгновение перестал атаковать. Вау. Даже сам удивлен. Воин племени приходит вам на помощь, он атакует лейтенанта с фланга и ранит его. Отойди, я сам, убьем его вместе. Вместе. Лейтенант разворачивается и одним ударом убивает воина. Эту смерть вам еще припомнят. Ну и все. Раненый лейтенант слабеет с каждой секундой, но продолжает сражаться. Ищите его оружие. Стрелы цепляются за гарды, и шпага ломается пополам. Ты думаешь, что победил? Я убью тебя даже этим огрызком шпаги, индейская ты проститутка. Отрубите руку с оружием. Рука падает на землю. На землю теперь у лейтенанта нет даже огрызка шпаги, он падает, истекая кровью. Лейтенант убит, отступаем. Пускай бегут. Колонисты исчезают в лесу, их уже не догнать. Другие воины этому не рады. Мы победили, огонь голова, мы победили. Вот же можно и подлечиться, согласен. Пока остальные празднуют, вы набиваете рот золотой трой, лучше быть скучным, чем мертвым. Еще нет, не победа. Натан, вождь колония, бежать, его лагерь много людей, сжечь, убить. Мне больше не угроза, как вы себя чувствуете, будет сделано.
Как вы себя чувствуете? Очень вовремя этот вопрос, наверное, да. Я жить мало, но жить. День, луна, год. Не знать, спешить делать. Ведь сделано. Ты добро, воин, огонь, голова. Мы все добро, воин, а добро люди, жить добро время. Старейшина прав, огонь, голова, а завтра нас ждет последняя битва. Ты отлично сражался сегодня, значит и завтра получится. А сейчас отдыхай, ты заслужил. Ну, ладно. Открытый пути штурм форта. Приступаем. Смотри, огонь, голова, форт колонистов, весь деревянный. Этой ночью мы можем его поджечь. Кто выживет, тех застрелим. Что может пойти не так? Форт прямо на берегу моря, если они быстро потушат пожар, бой проиграем. А мы не подожжем лес? Ночью ветер, вы зовете его Борис, дует от земли к морю. Если битва завершится к утру, нашим лесам ничего не грозит. И в этом весь план? Наполеон не кивает. Тут слово берет старейшина. А не драться? У нас много пленных, говорит Натан. Мы дать пленный, а не уходить совсем. Думаете, я не сдержу слово? Мы дать им пленный 1, а не отдать оружие. Пленный 2, а не убрать форт. Пленный 3, а не грузить корабль. Так и не держать слово. Ну да, конечно. Что думаешь, Аполлоний? Я не знаю, колонисты приплыли за лекарством, они в отчаянии. Чтобы добиться цели, не могут пожертвовать жизнью братьев. Можем ли мы заставить их отступить ради жизни пленных? Ты лучше знаешь европейцев, огонь, голова, тебе решать. Ну, мы уже пытались договориться, так что я бросаю эту затею. Мы идем на штурм. Отлично, наши лучники уже добыли все, что нужно. Осталось дождаться ночи. Огонь, голова, лучники готовы. Мы осыпаем форт горящими стрелами, ты поведешь племя на штурм. Ты? Я останусь командовать лучниками, я уже был в огне 1 раз, больше он меня не увидит. Есть советы? Есть, верь в себя, огонь, голова, ты хороший воин, и не оставляй выживших. Тогда огонь. Паленый кричит на языке племени, и ночное небо озаряется огнем, ведь спустя форт уже пылает. Колонисты с ведрами бегут к роднику, работают четко, пожар смогут потушить за минуту. Стрелять по ним. Горящие стрелы долетают до цели, но ранят немногих, а пока вы стреляете по форту, другие колонисты открывают ответный огонь. Огонь, голова, часть стены уже рухнула, скорее внутрь, я прикрою. И нам нужен на штурме. Паленый качает головой и отбегает подальше. Он смотрит на бушующее пламя, как на самого страшного врага своей жизни. Опустить вперед воинов. Но у меня одно сердечко, если я побегу первым, мне по-любому кто-то пристрелит. Титул получен генерал. Вау. Первые, кто ворвался в форт, погибли очень быстро. Вы вбежали следом, и на вас пуль уже не хватило. Ну, как бы да. Воины врываются в горящий форт, враги разбегаются во все стороны. Крушите здесь все, минус сердечко. Опаленные хаосом воины не заметили, как сбежавшие враги открыли огонь со всех сторон. Эх. Благо тут недалеко. А если я сам разберусь? Воины продолжают обстрел форта, а тех, кто собирается его тушить, настигают ваши пули. Вот и прекрасно. Так. Убить всех сбежавших. Рассыпная тактика колонистов не удалась, каждого настигли, каждого зарубили. Закололи, зарезали. Колонисты гибнут один за другим, но от дыма и жара вам становится трудно дышать. Выбежать подышать.
Без вас штурм стал идти хуже, ненадолго, но все видят, пока вы бегаете. Бэш раздает приказы. Верный Корония, в подвал, за мной. За ним скорей. Вы успеваете прыгнуть в подвал до того, как колонисты закрывают люк, запирают его на замок. Недобрый день, мсье предатель, хотите нас добить? Вы слишком спокойны. Вы наблюдательны, чтоб вас. Я просто оттяну время. Это наш пороховой погреб, фитиль уже догорает, вы взлетите на воздух вместе с нами. Броситься к бочкам. Бэш загораживает вам путь, он ранен и вымотан, но сейчас дорога каждая секунда. Неужели вы думаете, что я это позволю, черт возьми? Этот остров не достанется вам, не достался нам, и он не достанется никому. Тушить фитиль. Едва вы наклоняетесь к фитилю, Бэш бьет вас по спине прикладом. Бэш хватает вас со спины и не дает дотянуться до фитиля. Ударьте его ножом. Рука Бэша разжимается, он сползает на землю. Бэш больше не может вам помешать, от фитиля уже ничего не осталось. Перерезать фитиль, затушить руками, закрыть пламя чем-нибудь. Руками это будет минус сердечко по-любому. Перерезать фитиль. Все равно минус сердечко. Фитиль слишком короткий, а руки трясутся на наставленном в бочку отрезке. Остается маленький огонек и боум. Ясно, понятно. Так. Атаковать. Давайте в этот раз. Бэш ранен и вымотан, он не может отбить ваш удар. Он может вас задержать. Погреб освещает только тлеющий фитиль, а Бэш стоит к вам вплотную, и у него в руках нож. Толкнуть его на бочки. Да что ж такое? Минус 2 сердечка, вы что, офигели? Бэш отлетел назад, стукнулся головой о бочку и затих, но теперь его тело загораживает вам путь к фитилю. Оттащить нет времени. Что ж ты будешь делать? Так, у меня тоже есть нож. И что дальше? Бэш отличный боец, но ему не пришлось выживать в тропиках. А вы даже в темноте бьете наверняка. Закрыть пламя чем-нибудь. 5 минус 2 сердечек. У вас нет чего-нибудь? Я пока вы шарили по карману. Ну да, у них же 0 мешочков. Ну, руками, значит, остается. Только тут хотя бы минус 1 сердечко. Пламя обжигает вам руки и гаснет. Выжившие колонисты хватаются за оружие. Я говорила сначала убить предателя, потом взрывать, бей его, потом снова подожжем. Это мы еще посмотрим. Отбивайте удар одного, уворачиваетесь от другого, третий бьет вас по голове, люк разлетается в щепки и погреб прыгает опаленный. Огонь, голова, вставай, вставай, мы всех победили. И что теперь? Больше ничего не нужно, ни один из игроков не выжил. Воины возвращаются в деревню, вы остаетесь один у обгоревшего форта. Обыскать форт. Среди пепла вы ничего не нашли ничего ценного, у людей, сбежавших от чумы, было при себе немного. На стену опустевшего форта приземлилась знакомая птица. Увидев вас, попугай заорал так, что весь остров мог услышать. Победил моряк! Поздравляю! Теперь от чумы умрут королевства! Ура, ура, ура! Эй, заткнись ты. Я пытался договориться с миром. Ничего не знаю. Горжусь, попугай подпрыгнул и улетел на прощание, взрезав вам по носу. Врезав. Обернувшись, вы видите опаленного. Слушай птицу, огонь, голова, в Европе тысячи тысяч людей, они хитрые и живучие, но нас совсем немного. Чтобы нас не стерли, ты сделал все, что нужно. Да, это был верный путь, хотя я уже очень сильно в этом сомневаюсь, но да ладно. Твой голос тверд, твой взгляд спокоен, этот остров сделал тебя настоящим сыном племени. Ты хороший человек, огонь, голова, великий воин, сильный, хитрый, ловкий, красивый, радость для меня видеть тебя в племени, честь для меня быть твоим другом.
Да-да-да-да-да. А Паленый жмет вам руку и обнимает. Это все началось с тех пор еще, когда был выбор между вот, вон той подругой или вот этим пойти на дело. И с тех пор у нас какая-то типа линия с ним, что ли, началась. Серьезно, тут даже такие линии есть, блин. Вообще неожиданно. Паленый жмет вам руку и обнимает вас. Ты еще много сделаешь для племени, мы сделаем, и это будет хорошая жизнь, огонь голова, вот увидишь. Надеюсь, блин. Колония уничтожена. Племя в безопасности. Что станет с Европой? Сколько людей погибнет от чумы, этого вы уже никогда не узнаете. В деревне вам построили большой дом и провозгласили величайшим из воинов. Вы стали легендой, вы огонь голова. Тот, кто превращает врагов племени в пепел. Когда-то Орландо был единственным попугаем своего вида на этом острове. Век спустя все местные попугаи были его потомками. Полезная информация. Старейшина прожил еще 10 лет. Он умел вести здоровый образ жизни. Но даже век спустя о его мудрости ходили легенды. И все. Да, и все. Ну, не знаю. Получается, что все, финал. Но если честно, я недоволен таким финалом. Я вообще изначально, как говорил, планировал просто убраться с острова, планировал присоединяться к тем же колонистам. Хотя, может быть, есть такой еще вариант попробовать еще один видос записать с другой концовкой, как раз таки, когда мы будем против этих туземцев и за колонистов. Как вы смотрите на такой вариант? Потому что я недоволен такой концовкой и вот вообще. Я вообще изначально не планировал за туземцев быть, тут оставаться на этом острове, еще что-то тут возиться с этим островом. То сначала с пиратами бились, а в итоге вообще присоединились к туземцам и теперь тут остались навсегда. Я не такое планировал, если честно. Вот просто получилось так как-то, что начали по этой линии идти, и по итогу я подумал, что идем лучше тогда уже до конца, раз уж начали. Но можно, наверное, попробовать загрузиться на тот момент, когда был выбор между этими двумя линиями, аборигенами и с европейцами, и может выбрать сторону европейцев, если там такое получится. И может там будет концовка, которую я предпочту более для себя приемлемой. Хотя здесь наверняка полно всяких еще других концовок, а не только с аборигенами и европейцами, а еще там с пиратами, наверное. Концовка вообще без никого, наверное. Когда мы против всех. Еще, наверное, всякое разное. Я, если что, вообще без понятия, какие здесь есть концовки. Я вообще не спойлерил для себя ничего в этой игре. Так что пока еще подумаю, подожду, может, вашего мнения. Что вы думаете, стоит ли еще какое-то видео записать? Вряд ли там будет много видео, скорее всего, одно какое-то, где мы пойдем по какому-то другому пути, на какую-то другую концовку, которая будет более приемлемой, хотя бы для меня, чтобы я был спокоен насчет этой игры, чтобы спокойно ее закончить, завершить с ней на нормальной ноте. Посмотрим, короче. Но сейчас, наверное, все на этот раз. Пока вот закончим на такой концовке, на такой ноте. Не то чтобы я доволен, конечно, как я уже сказал, как есть, так есть. Спасибо, что ли, всем, кто смотрел, кто ставил лайки. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch. Присоединяйтесь к нам на Boosty. На Boosty видео выходят на несколько дней раньше. Когда это видео сейчас уже выйдет на YouTube, кто смотрит это на YouTube, всем привет, то знайте, что это видео на Boosty было уже несколько дней назад вышедшее. Следите за сообществом, ставьте лайки. Всем до встречи на следующих видео, на следующих прохождениях новых игр, или может мы еще вернемся к этой игре на один видос. Может быть, а может и нет. Все, всем удачи, всем до встречи, всем пока.